Привет, друзья! Как всегда, с вами сегодня Эва и Виталий. Дело в том, что наши подписчики написали нам такое послание, что среди всех ваших блюд нет десерта. И мы решили устранить эту нашу оплошность. Да, обычно у нас готовит Эва, а я выступаю в роли помощника. Но сегодня шефом буду я, потому что мы будем готовить мой любимый миндальный торт. А Эва будет мне помогать. Ты я готова? буду на подпевках. Yes, sir! Итак, что нам понадобится? Нам понадобится 160 грамм сахара, по 80 грамм на коржи и на крем, по 8 грамм также на корж и на крем ванильного сахара, миндаль 150 грамм, 150 грамм сливочного масла, 100 миллилитров сливок, жирность 35%. Для украшения нам понадобятся миндальные лепестки и 6 яиц. У нас яйца маленькие, если яйца крупные, то можно брать 5. Вот. Самая главная задача здесь отделить белки от желтков. И этой сложной задачей займусь я. Разрешите приступить? Приступайте! Берем 3 емкости. В одной мы отделяем белок от желтка, перекладываем желток в ковш с толстым дном, в котором мы будем готовить заварную основу, а белки переливаем в другую. Это своего рода страховка. Если что-то пойдет не так, мы испортим только одно яйцо. Желтки слегка перемешиваем, чтобы полностью разбить пленки. Добавляем пакетик ванильного сахара и 80 грамм сахарного песка. Все как следует перемешиваем, чтобы получилась однородная масса. Добавляем 100 мл сливок. Теперь на среднем огне, постоянно помешивая, доводим смесь до кипения. Мешать надо обязательно непрерывно, не отвлекаясь, чтобы не образовались комочки. Как видите, смесь загустела. Как только на поверхности стали появляться пузыри, снимаем ковшик с огня. Переливаем основу крема в емкость и накрываем пищевой пленкой в контакт. Оставляем заварную смесь остывать. Важно, чтобы и заварная основа, и сливочное масло были комнатной температуры. Пока масло согревается, а заварная основа остывает, займемся приготовлением коржей. Белки заливаем в предварительно тщательно очищенную емкость. Добавляем щепотку соли и пакетик ванильного сахара. Взбиваем до появления легкой пенки. И начинаем постепенно добавлять оставшиеся 80 грамм сахарного песка. Белки взбились. Смотрите, какая отличная меренга получилась. Проверяем. Отлично. Измельчаем в блендере 150 грамм миндаля. Мне нравится миндаль крупного помола, когда кусочки миндаля ощущаются в коржах. Но можно использовать и миндаль мелкого помола, и даже миндальную муку. Миндаль добавляем частями, аккуратно перемешивая лопаткой до получения однородной массы. Противень накрываем бумагой для выпечки, слегка смазываем растительным маслом в тех местах, где планируем формировать коржи. Тесто получается густое и не растекается, поэтому, чтобы коржи получились одинаковыми, можно просто нарисовать на бумаге круги соответствующего диаметра. А можно использовать раздвижную форму, как это делаю я. Диаметр формы у нас 16 см, и мы сформируем 3 коржа. Выкладываем треть теста в форму. Разравниваем. Снимаем форму и переходим ко второму коржу.
затем и к третьему. По возможности выравниваем поверхность коржей. Отправляем в разогретую до 175 градусов духовку минут на 25. Пока коржи выпекаются, завершим приготовление крема. Выкладываем в емкость масло и взбиваем миксером, чтобы масло побелело. Теперь по частям добавляем заварную основу. Крем готов. Вот такой консистенции он должен получиться. Прошло 25 минут, коржи готовы. Достаем их из духовки и даем остыть. Они не должны подняться, только подрумяниться. У нас получились коржи высотой примерно в 1 см. Как только коржи остынут, начинаем собирать торт. Капаем на подложку капельку крема, чтобы первый корж не смещался, и начинаем смазывать кремом один корж за другим. Смазываем бортики торта. Осталось его украсить миндальными лепестками. Миндальные лепестки предварительно обжариваем. Делать это надо очень осторожно, чтобы они не подгорели. Обсыпаем торт сверху и по бокам. Посмотрите, какой получился красавец. Режется очень легко. А какой он красивый в разрезе. Итак, друзья, наш миндальный торт готов. Самая приятная часть. Попробовать. Пробушки, пожалуйста. Прошу. Приятного аппетита. Ну как? Бесподобно. Das ist fantastisch. Пробуй. Пробуем. Ну, если честно, его бы хорошо подержать ночь в холодильнике, чтобы он целиком пропитался. Тогда он вообще... Сейчас еще коржи не до конца пропитались. Но все равно очень Но вкусно. все равно очень вкусно. Очень вкусно. Обратите внимание, что здесь нет ни грамма муки. То есть это абсолютно безглютеновый торт. Тем, кто следит за этим. Очень вам, друзья, рекомендуем. Попробуйте. Это первый десерт на нашем канале. Но не последний. Но не последний, точно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас и угощайте своих любимых и близких фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока. До новых встреч.